Добрый вечер. Сегодня опять моя любимая тема – свет. Кратенько о том, что я говорила в предыдущих сериях. О предыдущих сериях я говорила, что свет Бог не создавал, а ученые говорят, что свет – это фотон. В Библии, в 1 главе написано, что сказал Бог: да будет свет. А дальше? А что было дальше? И увидел Бог свет, что он хорош. А другой процесс производства, твердь, например, он сказал, а потом создал. То есть нету частичек элементарных, которые бы назывались светом. Свет – это отражение, что я пытаюсь донести. И сегодня уже для меня это такая вот какая-то сильная такая аргументация, настолько сильная аргументация, элементарная детская шалость. Я сегодня увлеклась ядерной физикой. Так внимательно слушала, когда резала яблочки на повидло. Так внимательно слушала. Мне так понравилось, что, оказывается, у нас на Земле, нашей дорогой матушке Земле, много запасов для того, чтобы энергетика у нас развивалась. На дне океана, я не помню, как называется этот материал, у нас есть все, чтобы ядерные реакции, ядерных, значит, происходили ядерные реакции для производства электроэнергии, соответственно, тепла и так далее и тому подобное. Так, о тепле. У меня есть такое коротенькое видео, такое смешное достаточно, «Тепло» называется. Я там Эйнштейна вспоминала. Да. Я там вспоминала Эйнштейна и его единственное, его открытие, единственное, за которое он получил Нобелевскую премию. Это явление называется фотоэффект. Об этом явлении я пыталась говорить, но удалила видео, и не зря. Потому что видео это у меня родилось под впечатлением того, как математик, физик, учитель объясняет деткам это явление. И он рассказывает о том, как нагревается металл, и он рассказывает, объясняет цвет плазмы сначала, или цвет металла, до которого нагревается. Там сначала он красный при какой-то температуре, там, допустим, 300 градусов, 700 градусов, там он желтый, а 2000 он уже белый. При температуре 2000 он становится белым. Вот. Ну и объясняет это очень уникально. Я не получила никакого удовольствия от такого объяснения. Вот. И я вижу, что еще долго ученые будут объяснять это, но явление фотоэффекта – это то явление, о котором нам поведал Эйнштейн. Оно вкратце, значит, излагается так. Фотоэффект или фотоэлектрический эффект – явление взаимодействия света или любого другого электромагнитного излучения с веществом, при котором энергия фотонов передается электронам вещества. Энергия фотонов передается электронам вещества. То есть включили лампочку, она загорелась, она нагрела что-то, нагрела, и происходит электрический заряд. Там, в общем, вот такое вот явление. Вот и дальше. Фотоэффект в газах состоит в ионизации атомов или молекул под действием излучения. Фотоэффект в газах состоит в ионизации атомов или молекул под воздействием излучения. Так вот, детская шалость. Я там комментарии, там у меня есть лупа,
и солнце, не луна и солнце, а лупа и солнце. Вы догадались, о чем пойдет речь? Конечно же, многие в детстве в солнечный день, когда солнышко ярко светит, нету тучек на небе, берут лупу в руки, берут газетку, и под нагревом газетка зажигается. Я думаю, что это не отрицает мою теорию, а подтверждает ее. Давайте рассудим. Если свет – это фотоны, которые частички, да, которые почему-то недолго живут, самое интересное, о чем говорить. Ну да, свет выключили, его нету. Все. Вот исчез сразу же, моментально. Вот. А тут, получается, загорелась бумажка солнечного пламени. Мы можем подумать, что там температура высокая. Хорошо. А чего температура такая высокая? Как фотон нагревает все быстро. А если рассуждать, что свет – это отражение, то под действием лупы отражение, конечно же, увеличивается. И воздействие на электроны значительно усиливается. Поэтому происходит ионизация электронов и образовывается плазма, возгорание. Правильно я говорю? Согласны? Есть разница между фотонами, волнами и светом как отражением на частичках. Когда электроны обладают такой свойством, уже говорили, ученые уже замечали, когда есть электроны, свет, отблески есть света на электронах. Уже говорили ученые, видели это, наблюдали. Фотоны, как, я не знаю, что они там столкнули в андронном коллайдере. Уже трошки втомилась, третье видео сегодня пишу. Да, я пишу третье видео, потому что удаляю. Изуродует мое лицо. Кому-то я настолько перешла дорогу. Такого еще не было никогда. Видео «Радуга». Просмотры не набирается. Я людей прошу. Не набирается просмотр. Что происходит? Каким образом люди, мои друзья в Фейсбуке смотрят видео, а нету просмотров? Пока что-то не произошло, пока я не пожаловалась в Ютубе. Вот я пожаловалась в Ютубе, и сразу что-то отступило. Сейчас опять 2 видео удалила, и уродует лицо. Кто-то заходит и вот так вот каким-то образом влияет на мой канал. Ну, я в этом деле неопытная. Так вот, наверное, «Радуга» совсем всех добила. Ну, такое элементарное объяснение, как лед высоко образовывает призму, и у нас преломление происходит, и красивая дуга. Конечно же, это дуга. Почему она дугой, радуга? Потому что где-то высоко дугой лежит лед, и преломление льда образовывает радугу в тучах наших, отражаясь от наших облаков. Никто об этом не говорит. Я говорю, я у Анаксагора больше нашла древнего греческого, но он, в принципе, не в Греции родился, философа, я нашла больше мудрости, чем у наших ученых, которые объясняют радугу, что это спектр, который образуется от капелек воды. Капельки воды являются призмой. Так, извините, маленькая капелька родит маленькую призму, маленький спектр. А призма должна быть что-то огромное, чтобы родить такую радугу, правильно? Нет. Вот сидит тетка такая, старушка седовласая, сидит, да, я не крашусь принципиально, не крашусь, да, не крашу, мне надо мной смеются, называют меня то бабушка на работе, то еще как-то унижают меня, но мне это не, знаете, я комплексов не имею. Вот, но вот тетка сидит и говорит о чем-то, странная тетка, да, но
Извините, физика у нас в школе, когда я училась, она меня напрягала, я не могла ничего понять. А сейчас я хоть что-нибудь начала понимать. Хоть, знаете, вот элементарные вещи открылись. Слава Иисусу! Слава нашему Господу! Потому что он сказал, посрамит мудрое. Не мудрое, посрамит мудрое. Да? Я не мудрая, я учитель начального класса просто. Ну, физику любила, точно науки любила. Ну что, будем дальше искать? Да, я скоро углублюсь в ядерную физику. Привет всем ядерщикам, будьте благословенны.